Эйнштейн, Ньютон и Паскаль решили сыграть в прятки. Эйнштейн водит, считает. Паскаль сразу куда-то, сломя голову, убежал, в какие-то дальние кусты зарылся, его не видно, не слышно. А Ньютон встает на самом видном месте, вокруг себя рисует квадрат со стороной в 1 метр. Эйнштейн заканчивает считать, говорит: Ньютон, я тебя нашел. Не, ты нашел Паскаля. Продолжим разговор про материалы для 3D-печати и разберемся с ними сегодня инструментально. Для чего неделю назад по сусекам поскребли и наскребли достаточно много традиционных жестких пластиков из категории PG. Пускай сегодня это будет прозрачный Best филамент. За PLA у нас будет отвечать полимер от компании Solid, а SBS будет представлен в модном морковном цвете от компании FD Plast. Обычного ABS у нас в запасах не обнаружилось, когда последний раз ABS использовали, вспомнить не смогли, поэтому купили совершенно новый от компании московской REC. И за компанию к ABS взяли также ASSU и взяли HIPS. Также очень мне хотелось попробовать пластик под названием SAN. Этот полимер под маркой Керама выпускает филаментарно. И там же у филаментарно я обнаружил еще очень интересный вариант под названием PLA+. Очень интересно, будет ли он отличаться от обычного PLA или от PLA-. И SBS Pro тоже интересно, будет ли он отличаться и как он будет отличаться от SBS Amateur. И смеха ради мы решили добавить в наш сегодняшний тест-обзор вот эту бобину, которую, напомню, мы эксгумировали из пластикового гробика из картриджа компании Stratasys. Этот филамент пролежал без дела 8 или 9 лет. Посмотрим, как он себя покажет. И давайте договоримся, мы не хотим, по крайней мере, пока устраивать конкурс брендов, и мы будем исходить из, наверное, неправильного, но тем не менее предположения, что все пластики, все полимеры с одинаковым названием у разных производителей будут вести себя, если не идентично, то, по крайней мере, очень-очень похоже. Но, тем не менее, все пластики, которые сегодня мы будем испытывать, о которых сегодня будем говорить, имеют свои имена, свои торговые марки, имеют свою стоимость, и ничего из этого мы скрывать не будем. Прежде всего, нас с вами интересует прочность. А прочность, напомню на всякий случай, это способность материала или изделия из материала переносить внешние нагрузки без разрушения. Единственный способ оценить эту самую прочность – это разрушить изделие из того или иного материала. Разрушать мы сегодня изделия будем с помощью универсальной испытательной машины методом трехточного изгиба. Машина у нас достаточно пожилая, но оснащенная почти что современной цифровой системой управления, достаточно хорошо откалиброванная, машине этой можно доверять. Испытывать мы будем образцы двух видов: параллелепипеды, напечатанные горизонтально, то есть с длинной стороной, ориентированной вдоль оси X, и вертикальные трубочки прямоугольного сечения 10 на 20 мм, которые, соответственно, печатаются у нас с длинной стороной, ориентированной вдоль оси Z, и таким образом ломаться они у нас будут прямо поперек слоев. Для каждого материала мы изготовим и сломаем минимум по 4 вертикальных образца и по 3 горизонтальных. Для печати всех образцов мы будем использовать идентичный же код. Мы будем печатать с помощью одинаковых траекторий с одинаковыми скоростями. Единственное, что мы будем менять, это температурные режимы. Мы будем для каждого материала назначать температуру экструзии, температуру подогреваемого стола и интенсивность обдувающего вентилятора. Для образцов первого типа мы будем использовать принтер Prusa, а для образцов второго типа мы будем использовать другой принтер Prusa. И надо сразу договориться об одной очень важной вещи. Вообще в FFF 3D печати практически нет места такому понятию, как прочность материала. Значение имеет только прочность изделия, которая в свою очередь определяется геометрией этого изделия, ориентацией изделия в процессе печати, схемой приложения внешних нагрузок, прочностью сцепления между ниточками, из которых это самое изделие соткано, и, возможно, в конечном итоге прочностью самих этих самых ниточек.
то есть прочностью материала. Прочность материала может не иметь никакого значения, если наше изделие будет разрушаться по границе между слоями. Нам не важно, насколько прочен наш материал, значение имеет лишь, насколько прочно один слой прикреплен к другому. С определенным допущением мы можем сказать, что наши сегодняшние горизонтальные образцы позволят нам оценить прочность материала, а вот вертикальные образцы, которые для нас гораздо более интересны, позволят нам оценить прочность сцепления между слоями, прочность наших изделий. Помимо прочности, мы с вами сегодня еще попробуем оценить принтабилити или технологичность наших материалов, для чего сильно заморачиваться не будем, и напечатаем по одной всем хорошо знакомой тестовой модели 3D-бенче. И на эту самую модель мы с вами вместе посмотрим сквозь макрообъектив, а перед этим покажем наши распечатки 4 независимым экспертам, которые оценят модели по 5 разным характеристикам: наличию или отсутствию деламинации, то есть расслоению или отслоению изделий от платформы 3D принтера, присутствию тех или иных деформаций, типа там слоновой ноги или искривления подошвы, по качеству отработки мостов, по отработке нависающих элементов и по присутствию или отсутствию так называемых соплей или струн, которые образуются при холостых перемещениях горячего сопла. В общем, рассмотрим наши распечаточки со всех сторон. Акрилонитрил, бутадиен, стирол. Начнем с ископаемого АБС от Stratasys. Обожаю запах напалма по утру. Вообще говорят, что сейчас мы живем в такое интересное время, когда нужно быть благодарным любому запаху, уже только благодаря тому простому факту, что мы его чувствуем. Но так или иначе я запах стирола ценить не научился. И вот этот самый пластик из всех сегодня испытанных обладал наиболее сильным, наиболее устойчивым и наименее приятным ароматом в процессе 3D-печати. При печати этот материал повел себя ровно так, как и полагается АБС. Он демонстрировал большую усадку, которая приводила к частичному отрыву изделия от стола и к серьезным расслоениям. Общая оценка печатаемости тут на троечку, 71,5 баллов из 100 возможных. Но образцы напечатались без видимых дефектов, что позволило провести все запланированные испытания. Образец у нас располагается на 2 опорах, между которыми опускается безжалостный нож. Точнее, нож неподвижен, а поднимаются опоры, но образцу от этого не легче. И вот обратите внимание, как образец под ножом сидеет, обесцвечивается. Вот такая потеря цвета является очень хорошим индикатором появления пластических деформаций в нашем материале. В процессе испытания мы фиксируем перемещение траверсы машины и усилия, которое на ней возникает. С учетом геометрии образца мы пересчитываем усилия в напряжении и таким образом превращаем Ньютона в Паскаля. И в результате получаем примерно такую диаграмму, которая может рассказать нам очень много чего. Во-первых, самая верхняя точка на нашей кривой – это предел прочности. И это та мера прочности, на которую сегодня мы будем опираться. Во-вторых, обратите внимание, на первом участке наша кривая вполне себе прямая. Это зона упругих деформаций, и по наклону этой прямой мы можем оценить жесткость нашего образца. В свою очередь, проекция прямого участка на горизонтальную ось дает нам представление об эластичности материала, то есть о максимально возможной упругой или обратимой деформации, которую наш образец может претерпеть. Соответственно, проекция оставшейся части кривой – это пластичность материала, то есть величина максимально возможных пластических или необратимых деформаций. А вот вертикальный образец ведет себя совсем иначе. Никакой пластичности мы тут не видим, разрушение случилось, прежде чем материал покинул упругую зону. То есть относительно прочный материал не обеспечивает прочного сцепления между слоями. Дальше АБС от REC. Он источал в процессе печати менее выраженный аромат, и бенч распечатался гораздо лучше. Я даже скажу, что он распечатался гораздо лучше, чем я ожидал. Целых 96 баллов из 100 возможных. И, кстати, АБС от REC довольно дорог. 212 копеек за грамм. Но тут чуда никакого не произошло. Образцы ведут себя очень похоже на АБС с 8-летней выдержкой. Горизонтальные, в общем-то, в порядке, вертикальные, увы, ломаются очень и очень легко. Акрилонитрил, стирол, акрилат. ASA от REC.
Пахнет примерно так же, как и ABS трек, может быть чуть-чуть поменьше, а вот бенчи получился значительно хуже. Причем очень занятно. Вот мы с вами сейчас видим явные расслоения, а эксперты их не увидели. И я думаю, дело в том, что эксперты наши рассматривали кораблик за 2 суток до того, как он попал под макрообъектив. И все это время напряжение внутри нашего кораблика не спали и привели к раскрытию поначалу едва заметных разрывов между слоями. И, кстати, это довольно-таки дорогой материал, 2,65 за грамм. И обратите внимание, даже белый материал белеет там, где появляются пластические деформации. Но в целом поведение очень похоже на то, что мы видели у 2 предыдущих образцов. High Impact полистирол. Хипс трек также показал, что он умеет расслаиваться без внешних нагрузок, но в остальном напечатался неплохо. И Хипс трек тоже не дешевое удовольствие, 2,25 за грамм. Горизонтальный образец ломается раньше, чем предыдущие, а вертикальный и вовсе пасует перед испытанием. И очень-очень скромные результаты. Впрочем, чего ждать от материала, из которого делают одноразовые вилки. Стирол, акрилонитрил. Сан филаментарно напечатался так себе. Тоже есть расслоение и очень посредственно выглядит нависающая часть борта. И это, кстати, самый дорогой пластик в сегодняшнем тесте, если не считать ABS от Stratasys. Вот, а такого мы раньше не видели. Даже горизонтальный образец ломается резко и разлетается на осколки. Чего уж говорить о вертикальном. Однако за свою короткую жизнь горизонтальный образец успел показать нам очень приличную, да чего уж там, рекордную прочность и просто запредельную жесткость. Правда, тут нет ни намека на пластичность. Стирол, бутадиен, стирол. СБС от FD Plast. Вот тут первый слой приклеился к столу принтера прочнее, чем второй приклеился к первому. Но в остальном все очень хорошо. И это не просто самый дешевый пластик, это невероятно дешевый пластик. Всего 65 копеек за грамм. Гнется горизонтальный образец хорошо, а вот вертикальный образец достаточно быстро ломается. И да, прочность изделия из этого филамента, что называется, оставляет желать лучшего. Зато мы можем наблюдать пластическую зону даже на вертикальном образце. Теперь профессиональный СБС от филаментарно. Бенчи напечатался так себе, тут и расслоение, и нависание по бортам. И, если честно, я не могу отделаться от впечатления, что я что-то напутал в настройках печати. Материал получается почти в 3 раза дороже, чем предыдущий, но на фоне остальных дорогим его не назовешь. Рубль 87 за грамм. Почти в 3 раза дороже, чем СБС от FD Plast, и только в 1,5 раза прочнее. Я, если честно, ждал большего. Но и тут обратим внимание на, конечно, рудиментарную, но все же пластичную зону на вертикальном образце. И это на самом деле очень важно. Полиэтилен, терефталат, гликоль. PG от Best Filament. Один из дотошных экспертов приравнял к деламинации частичный отрыв первого слоя при отделении от стола. Вообще PG очень часто грешит такой избыточной адгезией к столу. Но в остальном все очень хорошо. И это, кстати, весьма доступный филамент, всего рубль 59 за грамм. Ну а тут мы вроде бы ничего особенного не видим, но если перейти к диаграмме, то мы увидим очень-очень приличные цифры. И это, кстати, пока рекорд среди вертикальных образцов. Полилактит. PLA от Solid Filament. Ну, конечно, есть к чему придраться, но вообще кораблик почти безупречен. Ну, по крайней мере, никаких критических дефектов тут нет. И это пластик от весьма бюджетного производителя. Рубль 44 за грамм. Даже горизонтальный образец раскалывается пополам, но делает он это не сразу. А вот вертикальный образец тоже ломается довольно-таки звонко. Однако это наш чемпион по прочности среди вертикальных образцов. Среди горизонтальных образцов это второе место после САН.
Впрочем, может быть, PLA плюс превзойдет обычный PLA. Не, ну какая красота, какое сияние. Придираются эксперты. За этот блеск нужно баллов 20 накинуть. И это, кстати, не самый дорогой пластик в сегодняшнем обзоре. Но как же он в плане прочности? И горизонтальный образец хрустит и ведет себя как веник. То есть отдельные веточки или ниточки не рвутся, но образец просто рассыпается. Все очень плохое сцепление не только между слоями, но и между отдельными нитями. После этого чудес от вертикального образца, конечно, ждать не приходится, и никаких чудес вертикальный образец нам и не демонстрирует. И я не хочу пока делать никаких выводов по PLA+. Мне очевидно, что источник проблем здесь пигмент, отвечающий за блеск. И, возможно, PLA+ матрица ни в чем не виновата. Попробуем попозже другие цвета и других производителей. Зато красиво-то как! Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на наш канал и делайте колокольчик серым. Давайте начнем подводить итоги. Сначала горизонтальные образцы, которые, в общем-то, нам наименее интересны. Во-первых, давайте обратим внимание на разброс значений для отдельных материалов. Он здесь невелик, то есть результаты здесь стабильные. Явными аутсайдерами выглядят HIPS и SBS от FD Plast. Лидирует SAN. Теперь более интересные вертикальные образцы. Лидер у нас меняется, теперь это PLA, за которым идет PETG. Аутсайдерами остаются HIPS и SBS от FD Plast. И давайте вот здесь обратим внимание на разброс значений прочности вертикальных образцов. В целом он гораздо больше, чем у горизонтальных образцов. Но вот смотрите, у SBS этот разброс минимальный. То есть этот материал даже в супер дешевой версии от FD Plast демонстрирует стабильные результаты. Невысокие, но стабильные. И это на самом деле очень важно, потому что в вопросах прочности нужно быть упоротым пессимистом. Если средняя прочность моего изделия составляет, там, предположим, 30 мегапаскалей плюс-минус 10 мегапаскалей, значит, часть изделий сломается уже при 20 мегапаскалях. И вот именно эту характеристику нужно закладывать в расчеты и только потом применять коэффициенты запаса прочности. То есть нас в большей мере интересуют не средние значения, а нижние границы доверительного интервала. И с учетом этого SBS уже не так плохо, а вот ASA и два наших ABS напротив теряют свои позиции. Самая неожиданная на сегодня мысль — это то, что крепкий и прочный — это не синонимы. Прочность — это конкретный материаловедческий термин. И мы выяснили, что SAN всяко прочнее, чем SBS от FD Plast. Но если заглянуть, например, в словарь Ожегова, то мы прочитаем, что крепкий — это тот, который трудно порвать, сломать, разрушить. Вот что будет, если я два этих кораблика хряпну об пол? А я ведь хряпну! Ну, и вот он результат. Наш самый слабый и самый дешевый SBS FD Plast целеханик, а крылатый полимер SAN приказал долго жить. Давайте еще раз посмотрим на диаграмму испытания. Значит, вот прочность, вот жесткость, вот эластичность, вот пластичность. А вот это еще одно очень важное свойство. В англоязычном мире оно зовется toughness, а по-русски это вязкость. И это ни много ни мало ответ на вопрос, что труднее сломать. Потому что здесь мы ньютоны умножаем на метры и получаем тем самым джоули, то есть вычисляем работу, необходимую для деформации и разрушения нашего образца. И вот исходя из этого знания мы можем увидеть, да, SAN прочнее, но SBS гораздо более вязкий. И еще давайте посмотрим вот на эту диаграмму. Здесь мы видим соотношение прочности и деформируемости наших вертикальных образцов. Деформируемость в данном случае это сочетание эластичности и пластичности. То есть вся деформация упругая и пластическая, предшествующая разрушению нашего образца. И вот хороший материал общего назначения должен уметь не только сопротивляться деформации, но и быть способным эту деформацию претерпевать. Вот в этом плане то же самое SBS набирает очки, а вот ABS и ASA, наоборот, очки теряют. Конечно же, наше предположение о том, что полимеры с одинаковым названием от разных производителей будут близки,
не оправдалась. Существенная разница наблюдается у двух АБС, как в плане печатаемости, так и в плане прочности. Просто принципиальная разница у двух PLA в плане прочности и, в общем-то, понятная разница в прочности между двумя нашими SBS, но при этом непонятная разница в качестве печати. Вообще, немножко пошаманив, я добился очень хорошего качества печати и из SBS Pro, и даже ABS Stratasys, но сама идея теста печатаемости была в том, чтобы попробовать печатать без заморочек. То есть распаковать новую бобину, заправить филамент в принтер, выбрать скорость вентилятора, температуру сопла и температуру стола, и все. И PLA, и даже PG вот так, в общем-то, и работают. А вот все пластики, которым нужно 250 градусов и выше, то есть полимеры на основе стирола, оказываются на открытом принтере очень чувствительными к сквознякам, которые, увы, в нашем тесте случались. Так что, возможно, в высокой оценке ABS от REC и SBS от FD Plast есть везение, а в провале, показавших лучшие механические характеристики ABS от Stratasys и SBS от Filamentарно, есть невезение. На этом мы с вами можем закончить с цифрами и фактами и перейти к эмоциональной, субъективной оценке всех материалов, о которых мы сегодня с вами говорили. Вот когда я бы при каких обстоятельствах печатал бы что-то из ABS? Да никогда. Я считаю этот пластик анахронизмом. В эпоху открытых 3D принтеров ему просто нет места. Это токсичный пластик, который неприятно пахнет. Да, он выделяет в воздух при своей печати гораздо меньше вредных веществ, чем сковородка с шипящим на ней подсолнечным маслом, но он выделяет вредные вещества в гораздо больших количествах, чем то делает 3D принтер, печатающий с помощью PG или PLA. Мне в жизни канцерогенов хватает, и вам, я думаю, тоже. Но главное, что этот пластик из-за своей усадки может передавать в готовые изделия огромное количество остаточных напряжений, что может свести любую его прочность или пресловутую теплостойкость, которая у ABS, в общем, не так и высока, как хотелось бы, к нулю. И, к сожалению, все то же самое можно сказать и о пластике ASA. Мы часто говорим, что это такое ABS 2.0, что это такая вот новая модная инкарнация этого старинного пластика. Но на самом деле очевидно, что ASA унаследовал с собой все основные недостатки ABS. Он точно так же пахнет, ну, поменьше, конечно, но пахнет, соответственно, он, скорее всего, остается токсичным материалом. Он содержит в себе адские остаточные напряжения. Этот пластик не имеет никакого отношения к высокой прочности, высокой надежности. Единственное его очевидное, хотя не очень, преимущество – это его атмосферостойкость, его стойкость к ультрафиолету. Но тут можно вот по-другому посмотреть. Предположим, наша замечательная АСА, которую REC называет Eternal, вечный материал, за год эксплуатации под открытым небом не потеряет ни 1% своей прочности, во что я, кстати, не верю. А там деталь, напечатанная из PG, предположим, потеряет 30% своей прочности. Что это означает? Это означает, что через год наша деталь из PG станет настолько же слабой, настолько же плохой, какой деталь из ASA была изначально. А к тому же самому PG мы можем добавить несколько слоев лак-красочных покрытий и добавив тем самым к нему стойкости к ультрафиолету и прочим атмосферным факторам. Так что преимущество ASA для меня совсем не очевидное. HIPS. Для меня это пластик для печати поддержек. Это дешевая альтернатива более дорогому пластику PVA. Поливинил, алкоголь. PVA у нас растворяется в простой воде, HIPS растворяется в лимонеле. Но в последнее время он стал выпускаться в разных цветах и, очевидно, рассматривается производителями и пользователями как материал для изготовления моделей, что для меня не очень понятно. Потому что этот пластик демонстрирует очень и очень скромные механические характеристики. Я понимаю, у этого пластика есть прекрасное преимущество, он хорошо обрабатывается механически, его достаточно легко шлифовать по сравнению с тем же самым PG или PLA. Но опять-таки к PG или к PLA можно добавить слой грунтовки, слой шпаклевки и шлифовать уже этот материал. Таким образом мы получим с вами надежный, прочный каркас, прочную основу,
на которую мы можем выровнять поверхность, а потом нанести необходимый нам слой краски и лака. В случае с хипсом мы с вами можем вышлифовать идеальную поверхность, а на последнем этапе этой самой шлифовки, вылизывания нашей поверхности она нас возьмет и развалится в руках. Это очень-очень слабый материал. Материал сан – это крылатый полимер. Аэрофлот когда-то делал из него стаканчики для напитков, которые подавались на борту самолетов. Производитель называет этот пластик керама, возможно потому, что он ведет себя в некотором смысле как фарфор. По крайней мере, он такой же хрупкий, также легко ломается. И этот пластик, кстати, тоже совершенно шикарно обрабатывается механически. Он идеально, он очень легко шлифуется. И, наверное, если бы у меня не было возможности печатать настоящим фарфором, я бы печатал из этого полимера конфетницы, вазочки, а потом бы их шлифовал бы. Но печатать настоящим фарфором я могу, и поэтому для меня этот пластик совсем не интересен. СБС пластик. Вот тут все гораздо интереснее. У этих пластиков достаточно большая область применения, в том числе и при печати механически нагруженных моделей. Да, ни один из протестированных сегодня пластиков не показал, из пластиков семейства СБС, не показал каких-то фантастических прочностных характеристик. Но я еще раз обращу внимание на минимальный, на ничтожный разброс в результатах. То есть этот пластик очень-очень предсказуемый. Да, он не очень прочный, но вот он гарантированно прочный. Тот же самый СБС от FD Plast не выглядит таким уж убогим, если мы вспомним о том, какой ценой он нам достался. Да, очевидно, это полимер низкого качества, но очень дешевый. И у нас всегда есть возможность повысить прочность наших изделий, напихав в них больше материала. Мы можем просто увеличить толщину стенки нашего изделия. И в случае с дешевым полимером от FD Plast это возможно. Изделие станет тяжелее, но прочнее. Интересно этот путь? На мой взгляд, не очень, но в принципе этот подход имеет право на существование. Более того, можно вспомнить, что наши СБС пластики формально относятся к категории эластомеров. Но по мере увеличения доли стирола в этом сополимере эластичность его улетучивается, приобретается какая-то жесткость. И, судя по всему, те материалы, с которыми мы работали сегодня, стирола имеют в своем составе более чем достаточно, потому что никакой эластичности они нам не показали. Но я почти уверен, что на рынке легко можно обнаружить полимеры категории СБС с другим и, возможно, более интересным соотношением эластичности, пластичности и прочности. Так что будем пробовать. Ну а дальше я, наверное, повторю то, о чем говорил в прошлый раз. Материалы номер 1 и номер 2 для нас это PLA и PG. Это материалы, которые не только имеют высокую технологичность, но и демонстрируют максимальную прочность при нагружении самым невыгодным образом, при нагружении поперек слоев. Это безусловные короли настольной 3D-печати на открытых принтерах. И тут, наверное, кто-то закричит: эгегей! А как же нейлон? А где же нейлон? Вот он, нейлон. Но о нем мы с вами поговорим в следующий раз. А пока, друзья, будьте здоровы, не болейте и удачи вам в новом 2021 году.